Всем привет! Сегодня рассмотрим, как можно использовать 3D для 2D-художников, то есть как рисовать иллюстрации с помощью 3D-моделей и что это нам дает. Самое важное это то, что мы получаем возможность рассмотреть сцену с разных ракурсов и выбрать наиболее подходящий. А если нужно отрисовать несколько ракурсов данной сцены, то 3D просто необходимо. И еще один важный момент – это то, что можно настроить освещение и получить правильные тени. Для данного примера я использую готовые детализированные объекты, но если вы делаете 3D специально для 2D иллюстрации, достаточно сделать упрощенный вариант, так называемые болванки. В одном из предыдущих видеоуроков мы сделали вот такого мультяшного персонажа, девочку, и сейчас нам нужно получить скетчевое изображение. Перейдем в режим «Не освещено» и выключим окрашивание. Цвет фона сделаем белый. Откроем постобработку. Выключим Ambient Occlusion и тональное отображение. В модификаторе кривой контуры цвет изменим на черный. И параметр выступа и полости сделаем 100%. Резкость 0,5. С помощью цветокоррекции настроим контур. Давайте добавим в кадр автомобиль. Увеличим соразмерно нашему персонажу. И добавим автозаправочную станцию, которую тоже когда-то делали. И теперь можно выбирать нужный ракурс и использовать как базу для иллюстрации. Чтобы добавить тени, давайте выберем эту деталь, включим гизму, нажмем ось и переместим ее в нижнюю грань. Добавим плоскость. Перейдем в режим «Освещено» и добавим источник освещения. В сцену можно добавлять другие объекты, создавать красивую композицию с грамотной перспективой и таким образом ускорять процесс рисования.